Одно слово из динамика, наполовину съеденное помехой. В расшифровке переговоров диспетчерской вышки Тенерифе за 27 марта 1977 года после этого «Окей» идет фраза «Ждите взлета, я вас вызову». Но в кабине голландского Боинга эту вторую половину не услышали. В тот момент на той же частоте вышел в эфир другой борт. Две передачи наложились, и в наушниках остался только визг. Экипаж понял оборванную фразу как разрешение. Капитан отпустил тормоза, и 190 тонн машины с полными баками пошли в разгон по полосе, на которой в 300 метрах впереди, невидимый в тумане, все еще разворачивался другой Боинг 747. Так началась худшая катастрофа в истории гражданской авиации. 583 человека. Чтобы понять, как два исправных самолета с опытными экипажами оказались на одной полосе, надо отмотать на несколько часов назад. Утром того дня в аэропорту на соседнем острове Гран-Канария взорвалась бомба, заложенная местными сепаратистами в цветочном магазине терминала. Аэропорт закрыли, и все, что летело туда, развернули на маленький аэродром Лос-Родеос на Тенерифе. Аэродром с одной полосой и одной рулежной дорожкой принял за день столько бортов, что часть из них пришлось парковать прямо на этой рулежке. Она перестала существовать как путь. Любой самолет, который хотел взлететь, должен был сначала прокатиться по самой посадочной полосе до ее конца, развернуться там на 180 градусов и уже оттуда разгоняться. У голландского капитана в это время болела голова о своем. В Нидерландах незадолго до этого ужесточили нормы рабочего времени экипажей, и если бы вылет затянулся еще на пару часов, рейс пришлось бы прерывать, а пассажиров размещать в гостиницах. Капитан распорядился заправиться на Тенерифе сразу и на обратную дорогу, чтобы не тратить время на Гран-Канарии. Заправка заняла лишние десятки минут. За эти минуты со склона горы на аэродром сползло облако. Лос-Родеос стоит на высоте больше 600 метров, и облака там не проплывают над полосой, а ложатся прямо на нее. Про американский борт надо сказать пару слов, потому что у него была своя биография. Это была та самая машина, которая в 70-м году выполнила первый в мире коммерческий рейс на Боинге 747 из Нью-Йорка в Лондон. 7 лет спустя она везла на Канары в основном пожилые пары, у которых на Гран-Канарии начинался круиз по Средиземному морю. Экипаж, к слову, вообще не хотел садиться на Тенерифе. Топлива хватало, чтобы несколько часов кружить над закрытой Гран-Канарией и дождаться открытия. Диспетчер не разрешил. Всех вниз, без исключений. Оба Боинга порулили в тумане. Голландец первым до конца полосы с разворотом, американец следом с приказом уйти с полосы на третий боковой съезд и ждать. Третий съезд был развернут назад под очень неудобным углом, почти 150 градусов. И американский экипаж, честно считавший повороты в молоке тумана, прошел мимо него к четвертому. В этом их потом упрекали, но в отчете есть отдельная оговорка. При той видимости и той разметке промахнуться было немудрено. Они все еще катились по полосе, когда с другого ее конца начал разгон голландский борт. Борт-инженер голландского экипажа услышал в эфире доклад американцев о том, что они освободят полосу, и сообщат. Услышал и переспросил капитана, освободил ли тот Pan American полосу. Капитан ответил утвердительно и продолжил разгон. Второй пилот промолчал. Это важная деталь, к ней еще вернемся. В 1977 году второй пилот, усомнившийся в решении капитана, а тем более капитана, который был главным инструктором авиакомпании по этому типу самолета, почти не имел культурного права настаивать. Американцы увидели огни в тумане за несколько секунд до столкновения и дали полный газ, пытаясь стащить машину с полосы на траву. Голландский капитан рванул штурвал на себя и оторвал нос от земли, пытаясь перепрыгнуть препятствие. Хвост его самолета прочертил по бетону 20-метровый след. Не хватило нескольких метров высоты. Стойки шасси и двигатели прошли по верхней части американского фюзеляжа. На голландском борту не выжил никто из 248 человек. На американском из 396 выжил 61.
Почти все из носовой части, включая всех 3 пилотов. Один из них потом рассказывал, что удар показался ему на удивление тихим, глухим толчком, и только подняв глаза, он увидел, что над кабиной больше нет потолка. Пожарные, приехавшие сквозь туман, сначала работали только у американского самолета. Второй горел дальше по полосе так, что к нему было не подойти, и туда, как выяснилось позже, уже не имело смысла подходить. Испанская комиссия назвала главной причиной взлет без разрешения. Голландская сторона напирала на радиопомехи и двусмысленность переговоров, и в этом споре 2 отчетов есть своя правда. Испанцы разбирали решение конкретного человека. Голландцы разбирали систему, которая позволила этому решению пройти. Показательно, что испанский отчет сам задает вопрос, на который у него нет ответа. Как пилот такого уровня подготовки мог совершить настолько базовую ошибку, вопреки нескольким прозвучавшим в кабине предупреждениям? Там же приводится и вероятная часть ответа. Капитан знал о жестком лимите рабочего времени и о том, что промедление означало прерванный рейс. Авиакомпания в итоге признала ответственность экипажа и выплатила компенсации всем семьям. Из этой истории выросли 2 конкретных правила, которые действуют до сих пор. Первое. Слово «взлет» диспетчер теперь произносит только в одном случае, когда дает само разрешение на взлет. Во всех остальных ситуациях говорят «вылет». Второе касается той самой тишины второго пилота. Программы подготовки, которые сейчас называют управлением ресурсами экипажа, начали строить на прямо противоположном принципе. Сомневаешься – говори вслух. И капитан обязан ответить на возражение, а не отмахнуться. У острова после этого тоже изменилась география. Уже в следующем году на юге Тенерифе открыли новый аэропорт. У побережья, где нет ни горной высоты, ни сползающих на полосу облаков, и основной поток туристических рейсов ушел туда. Старый Лос-Родеос работает до сих пор, в основном на местных линиях, и заходящие туда экипажи прекрасно знают, чем знаменито это место. Дотошность, с которой авиация выучила этот урок, лучше всего видна на контрасте со второй историей. Там не было ни тумана, ни спешки, ни радиопомех. Там был ремонт, сделанный за 7 лет до катастрофы, и один ряд заклепок там, где их должно было быть 2. Сам самолет был необычный. Специальная короткодистанционная версия «Джамбо», построенная под японский рынок. Между Токио и Осакой меньше часа лета, но пассажиров столько, что возить их выгоднее не частыми маленькими рейсами, а редкими, огромными. Салон уплотнили до 500 с лишним кресел, а планер усилили под непривычный для дальнемагистральной машины режим. Десятки коротких перелетов с наддувом и сбросом давления каждый день. По иронии, машина, спроектированная терпеть больше циклов давления, чем любая другая в семействе, погибла как раз от циклов давления, только приложенных к неправильно отремонтированному узлу. В июне 1978 года этот борт жестко приложился хвостом о полосу при посадке в Осаке. Удар повредил заднюю гермоперегородку, купол в хвосте, который держит давление салона. Ремонтировала самолет бригада производителя, и по инструкции поврежденный сектор перегородки полагалось усилить одной цельной накладкой с 3 рядами заклепок. Вместо этого поставили 2 отдельные пластины. На бумаге разница выглядит мелочью. На деле в месте стыка работал только 1 ряд заклепок, и сопротивление этого узла усталости металла упало примерно на треть. Контролеры дефект не увидели. Сверху он был закрыт другими листами, а вскрывать проверенный ремонт никто не стал. Самолет после этого летал еще 7 лет, 12 318 вылетов. Комиссия потом посчитала, что узел с таким дефектом должен был выдержать порядка 11 тысяч циклов наддува. То есть машина ходила за пределом расчетной живучести уже больше 1000 рейсов. И никто об этом не знал. Потому что трещина росла внутри конструкции, где ее не видел ни один плановый осмотр. В декабре 1984-го, за 8 месяцев до катастрофы, борт прошел тяжелую форму технического обслуживания. Ту, где самолет неделями стоит разобранным в ангаре. Перегородку смотрели, ничего не нашли. И претензий к тем техникам в итоге не предъявляли. Трещина пряталась под перекрытием пластин. Увидеть ее штатными методами того времени было практически нельзя.
12 августа 1985 года на вечернем рейсе из Токио в Осаку, набитым людьми, летевшими домой на праздник поминовения предков, перегородка сдалась. На борту было 524 человека. Воздух из салона под давлением вырвался в хвост и разрушил его изнутри. Снес большую часть киля и перебил все 4 гидравлические системы. Все 4, продублированные как раз на случай отказа, потому что их трубопроводы сходились в одном месте, в том самом хвосте. Экипаж остался без рулей вообще. 32 минуты пилоты удерживали машину в воздухе одной только тягой двигателей, добавляя газ то левому, то правому. И это 32 минуты на самолете, который конструктивно не должен был лететь. Потом лайнер зацепил гребень горы Асутака в префектуре Гунма. Выжили 4 человека, все сидели в хвостовой части. Среди них была нерабочая в тот день стюардесса этой же авиакомпании, и ее показания о последних минутах полета вошли в материалы расследования. А среди обломков нашли листки, на которых несколько пассажиров за эти полчаса успели написать короткие записки родным. Люди в салоне понимали, что происходит. Я долго думал, стоит ли вообще упоминать эти записки, но без них история превращается в задачку по сопромату, а она не про сопромат. Производитель самолета уже через несколько недель публично признал, что ремонт 1978 года был выполнен с нарушением его же собственной инструкции. Президент авиакомпании подал в отставку, хотя формально его вина в дефекте чужой ремонтной бригады была никакой. В Японии это считалось правильным поступком руководителя, при котором случилась беда. Все крупные машины этого типа по стране в первые же дни отправили на внеплановую проверку хвостовых перегородок. Спасатели добрались до места только утром. Горы, ночь, путаница с координатами в первых докладах. В более поздних разборах прямо написано, что часть людей пережила удар и не дождалась помощи. И это отдельный счет, который Япония предъявила уже не ремонтной бригаде, а собственной системе спасения. После 1985 года порядок взаимодействия военных, полиции и спасателей при авиационных происшествиях в стране переписали. Сравнивать эти две катастрофы напрямую не очень честно, слишком разная механика. Но одна вещь их объединяет. В обоих случаях смертельное решение было принято задолго до того, как пассажиры купили билеты. На Тенерифе счет шел на секунды только в самом конце. А настоящая причина – культура молчания в кабине – копилась годами. В Японии дефектный стык просто ждал своего номера цикла. Третья история ломает этот ряд, потому что в ней вообще нет ошибки – ни пилотской, ни ремонтной. Boeing 747 американской компании, вылетевший из Лондона в Нью-Йорк вечером 21 декабря 1988 года, был исправен, и экипаж его не совершил ни одного неверного действия. Через 38 минут после взлета на высоте около 9,5 километров в переднем багажном отсеке сработало взрывное устройство, спрятанное в магнитоле внутри чемодана. Чемодана, хозяин которого на этом рейсе не летел. У этой истории есть неприятное предисловие, о котором потом много спорили. За 16 дней до вылета в американское посольство в Хельсинки позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся взрыве на американском рейсе из Франкфурта в течение ближайших недель. Федеральное авиационное ведомство разослало по авиакомпаниям предупреждающий бюллетень. Тот рейс начинался как раз во Франкфурте. Лондонский отрезок был его продолжением. Звонок в итоге признали не связанным с реальными организаторами, обычной анонимной угрозой из тех десятков, что посольства получали каждый месяц. Совпадение по маршруту оказалось случайным, но семьям погибших от этого знания легче не стало. И вопросы о том, кто и как обрабатывал такие сигналы, звучали на слушаниях еще годы. Самолет разрушился в воздухе за секунды. Обломки падали на шотландский городок Локерби. Крыло с полными баками снесло несколько жилых домов на одной улице. Погибли все 259 человек на борту и 11 человек на земле. Среди пассажиров было 35 студентов Сиракузского университета, возвращавшихся домой на каникулы после семестра в Европе. Никакой логики в списке пассажиров не было. Люди просто купили билеты на тот вечер. Расследование досталось полиции округа Дамфрис и Гэллоуэй, самой маленькой полиции Соединенного Королевства.
Ей пришлось вести самое крупное уголовное дело в истории страны. Обломки и вещи собирали на площади в 845 квадратных миль, всего больше 300 тонн, и каждый предмет маркировали и заносили в картотеку. Через несколько месяцев после катастрофы в этой картотеке появился обгоревший клочок рубашки, а в его ткани, вплавленный жаром взрыва, крошечный кусок печатной платы. Эксперты опознали в нем фрагмент таймера, и таймер этот, по материалам следствия, совпадал с устройствами из более ранних дел, связанных с ливийской разведкой. Жители Локерби тем временем стирали и гладили найденную среди обломков одежду, чтобы вернуть ее семьям погибших чистой. Держали круглосуточные столовые для полицейских и приехавших родственников. Эта часть истории не имеет отношения к причинам катастрофы, но именно с нее много позже списывали стандарты работы с семьями пострадавших. Американское ведомство по помощи потерпевшим прямо называло опыт Локерби образцом, когда десятилетия спустя выстраивало свою службу. До этого никто всерьез не думал, что у большого расследования вообще должна быть сторона, повернутая лицом к семьям, а не только к уликам. Дальнейшее растянулось на десятилетия. И тут я аккуратен с формулировками, потому что дело до конца не закрыто по сей день. Ливия официально признала ответственность и выплатила компенсации. Один обвиняемый, сотрудник ливийских спецслужб, был осужден специальным шотландским судом, заседавшим на нейтральной территории в Нидерландах, и до самой смерти отрицал вину. В 2020 году, ровно через 32 года после катастрофы, обвинение предъявили третьему человеку, предполагаемому изготовителю устройства. И в 2022 его взяли под стражу. Кто отдал приказ и насколько высоко решение уходило по ливийской вертикали, следствие обсуждает до сих пор. Сам факт нападения сомнений давно не вызывает. Спор идет о полноте списка причастных. Маленькое отступление про сам кусочек платы, потому что мне эта деталь кажется недооцененной. Обломки разлетелись по холмам и лесам двух графств. Их собирали больше 5000 человек. Солдаты шли цепями по вереску. Фрагмент размером с ноготь, вплавленный в ткань, нашли, опознали как чужеродные, сфотографировали и годами сверяли с базами известных устройств, пока эксперт не вспомнил похожую плату из совсем другого дела. Вся конструкция обвинения выросла из предмета, который при чуть менее дотошном сборе улик просто остался бы лежать в шотландской траве. Практический след этой катастрофы каждый из нас проходит в аэропорту. Правило, по которому багаж не летит без пассажира, а чемодан не явившегося на посадку человека выгружают из самолета, стало обязательным после Локерби. До этого чемодан без хозяина мог спокойно пересаживаться с рейса на рейс, чем организаторы и воспользовались. С четвертой историей все иначе. У нее нет отчета с выводами. Вообще нет конца. 8 марта 2014 года Boeing 777 малазийской авиакомпании вылетел ночью из Куала-Лумпура в Пекин с 239 людьми на борту. Через 40 минут после взлета на границе зон контроля Малайзии и Вьетнама его транспондер перестал отвечать. Военные радары еще видели метку. Самолет развернулся, прошел назад над Малайзией, обогнул остров Пенанг и ушел на северо-запад над Андаманским морем. Потом кончилась и радарная картинка. Дальше о самолете известно ровно 7 фактов. И все 7 – это автоматические служебные сигналы. Спутник связи, висящий над Индийским океаном, раз в час опрашивал бортовой терминал. На связи ли? Терминал отвечал. Ни координат, ни высоты, ни курса в этих ответах нет. Это просто «да, я здесь». Но у каждого ответа есть время прохождения сигнала и сдвиг частоты. И по ним инженеры компании, владеющей спутником, вычислили, на каком расстоянии от спутника находился борт в момент каждого ответа. Расстояние без направления дает не точку, а окружность. Последний ответ пришел через 7 с лишним часов после вылета. И его окружность, обрезанная запасом топлива, превратилась в длинную дугу через южную часть Индийского океана. Все. Вот на этой дуге и искали. Первые дни после исчезновения корабли и авиация десятка стран прочесывали Южно-Китайское море вдоль планового маршрута на Пекин, где самолета к тому моменту давно не было.
Данные военных радаров о развороте появились в открытом доступе не сразу. Спутниковые расчеты заняли еще несколько дней, и зона поисков переехала на тысячи километров в другой океан. Это невозможно поставить в вину поисковикам. Они работали с тем, что имели. Но сама картинка, когда неделю ищут не там, многое говорит о том, насколько система была не готова к сценарию «самолет молчит и летит дальше». Искали дольше и дороже, чем любой другой самолет в истории. Австралия, Китай и Малайзия обследовали 120 тысяч квадратных километров дна и в 2017 году остановились. Чтобы был понятен масштаб задачи, это район океана в тысячах километров от ближайших портов, с глубинами в 4, местами 6 километров, с подводными хребтами и разломами, куда до этих поисков не заглядывал вообще никто. Карты дна там местами были хуже, чем карты поверхности Марса. И часть научной ценности всей операции в том, что этот кусок планеты впервые подробно отсняли. Самолета на снятом куске не оказалось. Летом 2015-го на пляж острова Реюньон вынесло закрылок, обросший морскими уточками, и экспертиза подтвердила принадлежность борту. Позже на африканских берегах нашли еще десятка-два фрагментов. Частная компания искала в 2018-м, не нашла. Она же вернулась по контракту с Малайзией в 2025-м. Условия жесткие – $70 миллионов только в случае находки, ничего за пустую воду. В марте 2026 года Малайзийское бюро расследований сообщило семьям, что и этот этап, покрывший еще около 7,5 тысяч квадратных километров дна, ничего не дал. Компания при этом заявила, что не считает историю законченной. Что случилось в кабине, неизвестно. Малайзийские следователи через годы после исчезновения говорили осторожно. Рисунок полета больше похож на намеренные действия за штурвалом, чем на отказ техники. Но без обломков и самописцев это остается оценкой, а не выводом. Сигнала бедствия не было. Требований никто не выдвигал. Подтвержденной неисправности не нашли. Версии можно перебирать долго, и у каждой найдется факт, о который она спотыкается. Пожар на борту плохо объясняет, почему самолет после разворота еще часами шел ровным курсом, а разгерметизация с потерей сознания экипажа плохо объясняет сам разворот. Слишком уж аккуратно машина обогнула воздушные зоны на обратном пути. Версия намеренных действий пилота объясняет траекторию лучше всего, но у нее нет главного – мотива, который выдержал бы проверку. Биографии обоих пилотов перетрясли до дна и ничего убедительного не нашли. Я не буду делать вид, что могу выбрать правильный ответ. Его на сегодня не существует ни у кого, и любая уверенность в этом вопросе стоит ровно столько, сколько стоит уверенность без данных. За каждым продлением этих поисков стоят не власти, а семьи. Все эти годы родственники пассажиров, в основном из Китая, приезжали на ежегодные встречи в Куала-Лумпур, писали властям и публично требовали не закрывать дело. И малайзийское правительство, объясняя очередной контракт с поисковой компанией, ссылалось на обязательства перед ними, а не на юридическую необходимость. Формально расследование могло быть свернуто давно. Фактически его каждый раз продлевают люди, которым нужен не виновный, а место. Есть одна странная научная ниточка, за которую сейчас тянут. Те самые морские уточки на закрылке. Их раковина растет слоями, и химический состав каждого слоя зависит от температуры воды, в которой слой нарос. Прочитав раковину от основания до края, можно восстановить маршрут температур, по которым дрейфовал обломок, и прогнать его через модели океанских течений в обратную сторону. Раковины с закрылка оказались молодыми. Они рассказали только последние месяцы дрейфа. Если на других фрагментах найдутся уточки постарше, запись удлинится, и зона следующего поиска, возможно, сузится. А единственное твердое изменение, которое эта история уже принесла, звучит буднично. Международная организация гражданской авиации ввела требование. Самолет, попавший в нештатную ситуацию, должен автоматически передавать свои координаты не реже раза в минуту. И с 2025 года это требование действует для новых машин. Поминутный след вместо 7 безмолвных окружностей на карте океана. В
ночь на 8 марта 2014 года такой функции у борта не было.